Вот, и это. И тут я с ней, в общем, не включается, какие-то ошибки показывает туда-сюда. Крепость какая-то. Ну и что дальше? Ну и поехали мы, и по пути мы попали, вот опять же, второстепенная вот это вот, второстепенные дороги, какой открывают это возможности. Опять мы совершенно случайно в Хорватии увидели какую-то деревушку. Не, ну это уже не случайно. Не, ну мы ехали мимо нее. Да, мы не знали, что она, какая она, чуть-чуть. По пути, куда можно заехать. Нет, мы не смотрели, мы еще просто ехали, но уже думали об этом. И тут с левой стороны мы увидели этот вот костел, который стоит как-то там. Нет, я его нашла на карте, Костя, специально. Зая, ну вот что ты споришь? Это, да, да. Это та, к которой мы вернулись потом. Да. Да, вот. Тоже так вот проехали мы и увидели совершенно случайно, как-то стоит. Мы еще так проехали. Я там парковку увидел. Тут мы давай думать, заехать, не заехать, заехать, не заехать. В общем, там развернулись, поехали. Правило номер самое первое. Ребята, все, что увидели, останавливайтесь. Оно того стоит. Тоже вот сейчас вот я жалею, в 2 местах я проехали мост, можно было остановиться, такой он горбатый, прям, ну, нереальный. И панорама на город была шикарная. Ну вот проскочил и тоже вот задумался, ехать, не ехать, останавливаться, не останавливаться, прощелкал. В общем, вот это должно быть неукоснительное правило, что увидели, остановились и это. Ради этого все создавалось, платились деньги, ехалось. Ожидалось, ждалось ради этих моментов. Но еще тут такой момент. Это потому, что я фото-видео повернутый. Если вам это как бы, ну, просто посмотреть на телефон, щелкнуть, ну, тогда определитесь сами. А те, кто именно вот из моего клуба, повернутых на фото-видео, тут да. Вот. Ну, может, вы это все знаете, это я так философствую. Вот. Вернулись мы там, поснимали. Бонифаций наш штурман, там нам, вон он, все лежит. Он нам там много чего это... Кстати, город называется Бале. Бале, вот город Бале. Я Б, а В ихнее, вернее, наше В ихнее Б, и меня вот это все время с пантелыку сбивает. Вот. Шикарный город, шикарный. Там всего лишь на час. С фото-видеосъемкой, ну, 1,5 часа от силы. Да там надо, если просто пройтись его за полчаса, блин. Вот. Малюсенький, но вот это там еще все римское, стоит с Римской империи. Дома, конечно, нет, а там костел стоит, вот церковь ихняя, там, ну, в общем, шикардос. И потом, вот после него мы начали искать запарковаться где, потому что мы выехали с кемпа, у нас вся зарядка есть, вода есть, баки чистые, все это. А так как у меня опыта, ну, у нас опыта вообще нет, то мне было сказано, что 1 день или 1 ночь в кемпе, заряжайтесь, все, и 2 ночи вы можете быть на дивоках, где-то там в пустыне спать. А потом будет заканчиваться энергия. Так вот, с нашего опыта, энергия не заканчивается. Мы ночевали 5 ночей. 5 ночей. Это уже потом, когда мы поняли все. Проблема туалет, потому что ну вот у нас заполнился на 5-ю ночь, но из них мы 2 ночи были в кемпе. Вот. Поэтому проблема туалет. Он 18 литров, он будет заполняться. А воду можно решить. Вода у нас 100 литров, серая вода, бак сливается, там ничего нет, там просто вы покупались, помылись с душа. Там ничего страшного нету в этом. Сливается где угодно. Это так, не критично. А с туалетом проблемы. Вот. Ну, понятно, его тоже можно вылить, но его надо чем-то помыть, полоснуть и так далее. Вот. Так что проблема туалет. А так, 5 ночей у нас выдержало, и энергии показывалось 75%. Возможно, я не силен, не знаю. Но как бы это батарея, которая обслуживает салон,
она не должна заряжаться отсюда. Но не могу сказать, потому что то ли я прощелкал, то ли нет, но у меня получилось так, что я один раз проверил, а она стала 100%. Думаю, или я просто не знаю, может, я ее не испотребовал, эту всю энергию, ну, не использовали мы ее. Сори, там проскакивают словечки, потому что не всегда вспоминаю сразу русские. Вот. Поэтому вот, ну, меньше 75% у нас энергии никогда не падало. Вот 5 ночей мы ночевали, 75% все, меньше нет. Ну и, правда, я даже там и телефоны заряжал, и там какую-то камеру заряжал, и что-то я заряжал с это. А когда едем, то, естественно, заряжается все только здесь. Здесь вот USB вот здесь один в машине, сюда я вставил в прикуриватель 2 USB, и там еще 2 USB. Все, больше здесь нет. А в машине, в спальном салоне, там 2 розетки USB и еще один прикуриватель. Так что и там можно заряжать потом. Это все, что там есть. Плюс 2 розетки 220 и 1 розетка еще в гараже есть. Вот так это что вот по зарядке. И тут мы, все члены экипажа корабля мечты «Надежда», открыли для себя новое, доселе невиданное. Оказывается, хорваты, ну или Хорватия, все пляжи, которые и парковки, все, которые возле воды, 99,9% все запрещены ночевать. Все. Нам чудом повезло. Первая парковка, там, где мы были на берегу реки, потому что там она только работала на сезон. Да, до 1 сентября. Вот, она была платная. Дальше была бесплатная и не было никаких ограничений. А вторая нам повезло. Уже въезд в нее был со всех сторон закрыт. Но рядом был небольшой такой, как бы, зона отдыха. Стоял запрещающий знак. Нельзя парковаться на траве, на зеленых насаждениях. И там был такой большой плац. Ну, небольшой плац. Я не знаю, метров 10 на 20-30, может. Вот. Да нет, побольше. С камня. И вот мы там остановились. Пляж шикарный. Тоже все, купаться. Все можно. Вода чистая, идеально, блин. И потом еще приехал один автодом. Вот. И вот мы там вдвоем переночевали. Вот тоже вот слив для этого. Оказывается, тоже какая-то парковка, где можно все слить, но, скорее всего, будет платная. Тоже не знал, что этот знак значит. Стоит кемп автодом, а под ним вот стрелка вниз. Я думал, назад проехал парковку сначала, ну а потом оказалось, что это слив серой воды. Ну, серой воды и туалета. Вот. И вот мы там мы там как бы запарковали, все, выдержали. И когда оттуда мы выехали, наш штурман, конечно, плюнул на все это, поэтому его функции взяла Оксаночка. И она нашла замок какой-то там, Пришли мы, запарковаться там, ну, нереально. Вообще, 2 раза мы проехали, не нашли. Поехали немножко, стали дальше. Парковка была пустая полностью. И пошли мы туда. Пришли, а там 2 замка. Тот, который новейший, новый, или я не знаю, там какой-то там 1800 года. Замок, а потом развалины. Мы такие покрутились. Пойдем сначала в развалины. Ну, спустились. Там недалеко, там минут 5 идти этими улочками маленькими, все. Спускаемся мы к этим развалинам. И я такой на полном морозе. Там сидит какой-то чепушила. А я такой валю, блин. Он кричит, что там Маша, hello. Какой билет? Ты чё, блин? Капец, он стал за тобой бежать хотел. Хотел, но он уже вставал, да. Сказал, да. Вот. Ну, возвращайся. Короче, надо было купить билет. Или же можно было купить у него за 5 евро. Ну, а мы цивилизация. Мы наличку не носим. У нас карты, у нас телефоны. Ну, потопали мы назад.
А в главном замке там можно купить. Хочешь купить замок, хочешь купить туда, что хочешь. Но мы купили комплект. Говорю, ну раз уже тут, давай. Это опять подтвердило то первое правило. Если вы пришли или увидели, все, ребята, оставляйте. Да, все, вы должны там пролезть все, что найдете, за любые деньги. Оно того стоит. Опять снова это подтвердилось. Мы когда пришли на эти развалины, все, челюсть отпала. Красотища. Во-первых, как самих развалин на скале, открывается куча видов. Просто не передать. Вот. Просто бомба. И тут мы потом все сделали, пошли наверх. А наверх мы пошли с таким планами, что просто походим по террасам вокруг, да и все. Оказывается, не тут-то было. Там заходишь вовнутрь, внутренний двор, красиво все это, а террасы нужно заходить вовнутрь. Он небольшой, конечно, по сравнению с убранством замка в Чехии, допустим, он слабоват. Но это все же относительно, да, по сравнению там с чем-то другим, он, допустим, будет круче. Вот. Но наш чувак, да, сразу отреагировал. Но его никто не контролирует. Никого внутри нету. Нет, был мужчина, ходил. Я не видел вообще никого. Ходил, он бегал прямо. Ну, да. Был. Я никого не видел. И что, там просто тупо камеры. Я вообще ни одного не видел. Вот нет. И я фотал все, что хотел. И даже с камеры 360 палку поднимал там свою эту телескопическую. И все это. В общем, это я все делал. Пайридолче. Вот. Так что вот в этом плане это просто бомба. Вот. И потом мы вышли на террасу. На втором этаже терраса, которая открывает вид на вот этот вот развалины. Ну и плюс там еще там на море, на это все. Ну просто бомба. Просто шикардос. Поэтому опять правило подтвердилось.